Люксовый бренд Hongqi представил самый большой, престижный и дорогой китайский внедорожник. 5,7-метровый рамный флагман оснащается V-образной турбо-восьмеркой, имеет богатую отделку и VIP-версию с индивидуальными креслами второго ряда. В России LS7 мог бы стать альтернативой Cadillac Escalade, а на рынке Китая его основными покупателями является партийная элита. Таким образом, это некий китайский аналог перспективного кроссовера Aurus Commandant. Под брендом Hongqi, который принадлежит государственному концерну FAW с 1958 года, выпускаются лимузины для местной партийной элиты. С 90-х годов начали производить автомобили для чиновников среднего звена. А первая рыночная модель в линейке марки появилась в 2013 году. Ею стал большой седан H7. На самом деле Hongqi LS7 показали еще осенью прошлого года. Премьера внедорожника прошла в закрытом формате, поэтому информации было довольно мало. А теперь опубликованы некоторые характеристики и новые фирменные картинки. Причем марка наконец-то продемонстрировала интерьер модели. Индекс L в названии обозначает, что перед нами одна из самых роскошных и дорогих моделей марки. Как оказалось, по габаритам LS7 сопоставим с недавно представленным Jeep Grand Wagoneer L. А если сравнивать новинку с растянутым Cadillac Escalade ESV, то LS7 на 25 мм короче. Его длина составляет 5695 мм, ширина 2095 мм, а высота 1985 мм. Колесная база 3309 мм. Дорожный просвет флагмана составляет 246 мм. Объем бензобака 120 литров, а снаряженная масса 3100 кг. Внешность седана сделали в актуальном фирменном стиле Hongqi. Ее особенностью является огромная радиаторная решетка в стиле Rolls-Royce и двухэтажная светодиодная головная оптика. Сохранены неизменные атрибуты марки в виде продольного гребня на носу и развивающихся флагов на боковинах. Кстати, с 2018 года за облик автомобилей Hongqi отвечает Джайлс Тейлор. Это бывший шеф-дизайнер британского люксового бренда. Хотя в FAW он перешел уже после того, как был представлен концепт Hongqi E-Jing GT, который и положил начало новому стилю. Салон Hongqi LS7 имеет богатую отделку натуральной кожей и лакированным деревянным шпоном, а за доплату предложены позолоченные рукоятки на дверях и центральной консоли. Экраны приборов и медиасистемы имеют диагональ 12,3 дюйма. Двухспицевый руль выполнен в стиле старых Hongqi. Также сохранены аналоговые рукоятки и кнопки передней панели. На официальных изображениях показана топовая версия LS7. Такой внедорожник имеет четырехместный салон. Заднее сиденье разделяет массивный подлокотник с холодильником и пультом управления всеми комфортными системами. Сами кресла оснащены выдвижными подножками для ног, вентиляцией и массажем. Для VIP-пассажиров предусмотрены отдельные планшеты на спинках передних кресел. Также в гамме есть более простая комплектация с третьим рядом сидений. Такой внедорожник имеет иную организацию второго ряда. Центрального бокса телевизоров тут нет. Кресла лишены подставок для ног и имеют продольную регулировку, а пульт климат-контроля расположен на консоли между передними креслами. Hongqi получил шасси с независимой двухрычажной подвеской спереди и неразрезным мостом сзади. Базовая комплектация включает колеса диаметром 22 дюйма и пневматическую подвеску. Под капотом стоит бензиновый мотор V8 4 литра с непосредственным впрыском и турбонаддувом. У внедорожника мотор выдает 360 лошадиных сил и 500 ньютон-метров. В трансмиссии стоит 8-ступенчатый автомат фирмы ZF и полный привод с муфтой подключения передней оси. Максимальная скорость составляет 200 км в час. Время разгона до сотни 9,1 секунды. А паспортный средний расход топлива составляет 16,4 литра на 100 км пробега. Позже появится более форсированная версия и гибрид. Концерн FAW уже открыл прием заказов на внедорожники Hongqi LS7. Товарная машина ожидается летом. По предварительной информации, за четырехместную топ-версию попросят не менее $100 тысяч. Как вы считаете, если FAW примет решение вывести Hongqi на российский рынок, станет ли внедорожник альтернативой Escalade? Поделитесь своим мнением в комментариях. Друзья, также напомню, что в описании в закрепленном комментарии я оставляю ссылку на свой Telegram, Яндекс.Дзен, Рутюб и Контакт. Там можно найти еще больше контента и автоновостей. Переходите, подписывайтесь, чтобы не теряться, не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.